Ким Уайлд – это британская певица и автор песен, которая стала популярной в 80-х годах. Ее уникальный стиль и запоминающиеся мелодии сделали ее одной из самых известных исполнительниц того времени. В начале своей карьеры она выпустила несколько успешных синглов, которые быстро стали хитами. Она известна своими мелодичными композициями, которые легко запоминаются и остаются в памяти надолго. Певица продолжает активно выступать и записывать новые песни, радуя своих поклонников по всему миру. Ее творчество продолжает вдохновлять новое поколение музыкантов, а ее голос остается таким же ярким и запоминающимся. Если вы еще не знакомы с творчеством Ким Уайлд, то вам стоит послушать ее песни. Они могут стать настоящим открытием для вас. Сейчас Ким удается с успехом заниматься и садоводством, и музыкальной деятельностью. Для начала, безусловно, нужно начать с биографии певицы. Для тех, кто ее не знает, но кто знает, переходите по тайм-кодам к интересующей вас части видео. Ким Смит, настоящая фамилия певицы, появилась на свет 18 ноября 1960 в предместье Чизвик, которое располагается в западной части Лондона. Свой сценический псевдоним позаимствовала у отца, являющегося популярным в 50-е годы поп-певцом и одним из пионеров английского рок-н-ролла Марти Уайлда, который в свою очередь родился под именем Реджинальд Леонард Смит. Мать Ким по имени Джойс Бейкер в молодости была певицей и танцовщицей в группе «Девочки Верноны». Когда девочке исполнилось 9 лет, она перебралась в графство Хартфордшир вместе с семьей. Получив среднее образование, без труда поступила в колледж Сент-Олбанс, где обучалась искусству и дизайну. Параллельно с этим Ким вместе с матерью была на бэк-вокале в группе ее отца. В 80-м младший брат девушки по имени Рики помог ей записать в студии, арендованной их звездным родителям, несколько демок, на которые вскоре обратил внимание шеф звукозаписывающей компании Rock Records, популярный британский продюсер Микки Моутс. Мужчина, недолго думая, предложил начинающей певице заключить с ним контракт. Дебютный сингл Ким под названием «Дети в Америке» вышел в начале 81-го и сразу принес ей известность. Песня заняла второе место в английских музыкальных чартах, однако по версии авторитетного американского печатного издания Billboard стала только 25-й. Несмотря на это, впоследствии композиция «Дети в Америке» превратилась в визитную карточку Уайлд. Выход первой пластинки, получившей простое и незамысловатое название Ким Уайлд, состоялся в том же году. Дебютный диск мгновенно попал на 3-е место в Великобритании, а сингл «Вода в стакане» и «Кричат о любовь», которые сопровождали его, пробились в верхние строчки в местных чартах. Тем самым закрепив успех юной исполнительницы. Каждая композиция с этого альбома была написана отцом и младшим братом девушки. Мужчины продолжали сотрудничать с ней вплоть до 1988-го, сочинив подавляющее большинство песен, исполненных Ким в 80-е годы. Все это время певица поддерживала образ эффектной и харизматичной блондинки, который во многом перекликался с имиджем вокалистки популярной группы Блонди Дебби Харри. Первое время популярных исполнительниц сравнивали, однако это не повредило карьере ни одной, ни другой. Энергичный поп-рок, который был характерен звучанию первой пластинки Уайлд, вскоре претерпел некоторые изменения. В музыке следующего диска 1982 года под названием «Выберите» стал преобладать холодный колорит синтезаторов, подчеркнутый динамикой электронных барабанов. Однако, несмотря на то, что сейчас этот альбом принято считать одним из наиболее талантливых в дискографии певицы, ему не удалось повторить молниеносный прорыв предшественника, занял в музыкальном рейтинге всего 19 место. Во всяком случае, этот альбом пополнил профессиональную биографию исполнительницы еще 2 хитами «Виды с моста» и «Камбоджа». На обе композиции вышли клипы. 3-му и 4-му альбомам Уайлд под названием «Лови, как только сможешь», вышедший в 1983 году и так не издавшийся в Соединенных Штатах Америки, и другому альбому с названием «Дразнит и дерзит» 1984 года, не удалось повторно поднять девушку на звездный Олимп. Однако некоторые песни, такие как
«Люблю блондинку», «Жажду любви» обрели популярность у британской аудитории. Образовавшийся застой в творческой жизни певица решила исправить кардинально. В 1984 году она ушла из Rock Records и подписала новый контракт с масштабной американской корпорацией MSI. Спустя 2 года Ким в некотором роде удалось вернуть утраченную популярность после выхода танцевальной версии старого хита американского коллектива Supremes под названием «Ты заставляешь меня цепляться за тебя». Песня расположилась на 2-м месте в Великобритании и на 1-м в США. Далее вышла 5-я пластинка, озаглавленная «Еще один шаг», очередным хитом которой стала одноименная композиция «Еще один шаг», исполненная Уайлд в дуэте с соул-певцом Джуниором. В следующем году творчество женщины снова попало в чарты после того, как она спела рождественскую песню под названием «Зажигаем вокруг рождественской елки» совместно с комиком Мелом Смитом. Конец 1988 стал еще более удачным для Ким. В декабре ее новая пластинка Close разместилась на 8-м месте в музыкальном чарте, став источником нескольких топовых хитов. Стиль музыки Wild стал соответствовать коммерческим и танцевальным канонам, в отличие от резкого синтезаторного попа, популярного в первой половине 80-х. Претерпел изменения и внешний облик блондинки. Вместо молодежного образа певица обратилась к более женственному, сексуальному и утонченному. Альбомы, вышедшие в 90-е годы, а именно «Любовь движется» 1990 год и «Любовь это» 1992 год, снова не сильно заинтересовали массовую публику, хотя некоторые треки с пластинок все-таки попали в чарты. По-настоящему провальным стал альбом 1995 года под названием «Отныне и навсегда», на который во многом повлиял такой музыкальный жанр, как соул. После этого Ким Уайлд на долгое время забросила карьеру поп-исполнительницы. В первый год нового тысячелетия она отправилась в ностальгическое турне «Тогда и сейчас» совместно с другими знаменитостями 80-х, а также записала и выпустила в Германии сингл «Рожденный быть диким», являющийся кавер-версией песни, принадлежащей группе Steppenwolf. В сентябре 2001 в свет вышел сборник под названием «Самое лучшее от Ким Уайлд», который был хорошо принят аудиторией. В него вошел один новый трек под названием «Любимый». Следующие несколько лет Ким Уайлд провела в гастрольных поездках по континентальной Европе, где непременно пользовалась успехом. В 2006 женщина презентовала очередную новую пластинку «Никогда не говори никогда», в которую вошли как неизвестные песни, так и старые хиты, перезаписанные на современный лад. В 2018 году певица выпустила альбом под названием «А вот и пришельцы», тем самым дав понять, что она не собирается уходить на покой. 1996 ознаменовался новым витком в личной жизни британской поп-певицы. Ее мужем стал Хелл Фаулер, вместе с которым Ким Уайлд приняла участие в музыкальной постановке «Томми». В дальнейшем у супругов появились 2 детей: сын, которому дали имя Харри Тристан, и дочь Роуз Элизабет. Во время первой беременности пробудилось старое увлечение садоводством. Уайлд окончила курсы растениеводства и для своих детей вырастила настоящий сад. Карьера садовода тоже оказалась успешной, ее талант сразу же был замечен. В качестве дизайнера она была приглашена на 4-й канал в передачу «Лучшие сады». Годом позже Уайлд приняла участие в съемках 2 серий передачи «Захватчики сада» компании BBC. Совместно с Дэйвом Фаунтейном певица попала в Книгу рекордов Гиннесса за успешную пересадку самого большого дерева. Однако в январе 2007 года дерево было повалено бурей. В 2005 году Уайлд взяла золотую награду на цветочном шоу в Челси. Уайлд также написала 2 книги о садоводстве: «Работа в саду с детьми» и «Начинающий садовник». Первая была переведена на испанский, французский, датский и голландский языки, позже на немецкий. На сегодня поп-певица продолжает активно давать интервью и концерты. Аудитория везде ее встречает с теплотой и любовью. Также певица выпускает новые композиции и снимает клипы на них.
выступает на ретро-вечеринках по всему миру, где популярен формат данного шоу. Женщина активно ведет микроблог в социальной сети Instagram, где выкладывает афиши предстоящих выступлений и фотографии с них. На официальном сайте исполнительницы также можно узнать даты предстоящих туров, купить билеты, узнать информацию о ее биографии, новости, и также есть магазин с фирменным мерчем исполнительницы. Ким Уайлд сейчас живет с счастливой семейной жизнью с мужем и 2 детьми. Ее вклад в музыкальную индустрию признан как критиками, так и поклонниками. Она продолжает вдохновлять новое поколение артистов своей непоколебимой преданностью музыке и стремлением к творческому самовыражению. Ким Уайлд – настоящий символ в мире поп-музыки. Ее карьерный путь показывает, что талант и упорство могут привести к невероятному успеху и признанию, независимо от того, занимается ли она музыкой или садоводством. Ким всегда стремится к совершенству и продолжает удивлять своих поклонников новыми достижениями.